Алекс заканчивал заполнять электронную историю болезни в своем кабинете в городской поликлинике, когда внезапно из главного коридора донеслись истошные крики, гулкие удары шагов и панический шум, словно сразу десятки людей одновременно бросились бежать. Он машинально поднялся со стула, выглянул в коридор, а затем сделал несколько шагов вперед и буквально оцепенел, потому что в центре приемного холла стояла огромная взрослая львица. Когда первый парализующий шок немного отступил, Алекс смог разглядеть животное повнимательнее и понял, что это не плод воображения и не чей-то жестокий розыгрыш, а настоящий дикий хищник с мощным телом, тяжелыми лапами и настороженно поднятой головой, и в ее пасти, зажатой удивительно бережно, словно она боялась причинить ему вред, находился крохотный львенок. Вокруг царил хаос. Пациенты и сотрудники в панике разбегались в разные стороны. Кто-то кричал, кто-то захлопывал двери кабинетов и пытался забаррикадироваться. Охранник у входа замер, не решаясь приблизиться, а пожилая женщина у стойки регистратуры упала в обморок, не выдержав увиденного. Львица при этом оставалась неподвижной. Ее янтарные глаза внимательно следили за происходящим, но в ее позе Алекс не заметил агрессии, скорее напряженную настороженность и какую-то странную сосредоточенность. Через несколько минут в холл ворвались полицейские, возглавляемые подполковником Виктором Орловым. Оружие было поднято, один из бойцов уже прицелился, и ситуация могла закончиться трагедией. Алекс, не раздумывая, выбежал вперед, отчаянно размахивая руками и крича, чтобы они не стреляли, объясняя, что несколько лет назад он работал волонтером в реабилитационном центре диких животных в Кении и имел большой опыт общения с львами, леопардами и другими крупными хищниками. Полицейские замешкались, и Алекс быстро добавил, что если бы львица пришла сюда с агрессией, она бы уже напала, но вместо этого стоит на месте с детенышем, словно чего-то ждет. Орлов недоверчиво посмотрел на него, но все же приказал подчиненным опустить оружие и дал Алексу шанс, предупредив, что при малейшей угрозе они будут стрелять. Алекс начал медленно приближаться к львице, контролируя каждое движение, стараясь не делать резких жестов и держать руки на виду, прекрасно понимая, что даже спокойный хищник может в одно мгновение лишить человека жизни. Когда между ними осталось около 3 метров, львица вдруг осторожно наклонила голову, положила львенка на пол и сделала несколько шагов назад, не сводя с Алекса пристального, почти умоляющего взгляда. В этом жесте было столько доверия и отчаяния, что у Алекса перехватило дыхание, и он понял, что перед ним не угроза, а мать, пришедшая просить о помощи. Он присел рядом с львенком и сразу увидел, что малыш в критическом состоянии. Ему было от силы неделю или 2, он был вялым, почти не двигался, его глаза были полузакрыты, дыхание тяжелым и прерывистым. Алекс аккуратно взял его на руки и почувствовал, насколько тот горячий от высокой температуры, а обезвоживание было настолько сильным, что кожа на холке не расправлялась после нажатия. Львица напряглась, когда он поднял детеныша, и издала низкое горловое рычание, которое звучало скорее как мольба, чем как угроза. Алекс быстро позвал коллег, и вскоре к ним подошли терапевт Надежда Романова, анестезиолог Денис Котов и медсестра Ирина Белова, которые старались держаться на почтительном расстоянии от хищницы. Львенка перенесли в процедурную, и львица медленно последовала за ними, игнорируя полицейских. Осмотр показал, что состояние еще хуже, чем казалось сначала. Сильное обезвоживание, высокая температура, признаки инфекции, истощение, при котором под шерстью проступали ребра. Львица устроилась у двери процедурной и отказывалась уходить, тревожно урча каждый раз, когда львенок слабо пищал. Алекс между манипуляциями подходил к ней, тихо говорил спокойным голосом, тем самым тоном, которым когда-то успокаивал раненых львиц в Африке, и она словно понимала, что люди пытаются помочь.
Львенку поставили капельницу, ввели жаропонижающее и антибиотик широкого спектра, потому что ждать анализов времени не было. Пока врачи боролись за жизнь детеныша, подполковник Орлов начал выяснять, откуда могла появиться львица в городе, опросил свидетелей, просмотрел записи камер наблюдения и восстановил маршрут, который вел к заброшенной промышленной зоне за речным портом, где находился старый склад, окруженный высоким забором с колючей проволокой. Он связался со службой охраны дикой природы, и было решено поднять дрон для разведки. С воздуха открылась ужасающая картина. Во дворе под палящим солнцем стояли ряды металлических клеток, в которых находились десятки диких животных, многие из них редких видов и в тяжелом состоянии. Стало ясно, что это крупный нелегальный питомник, связанный с международной торговлей экзотическими животными, и действовать нужно немедленно. Спецподразделение провело молниеносный рейд, и Алекса взяли с собой как специалиста. Когда они ворвались на территорию, несколько мужчин попытались схватиться за оружие, но их задержали за секунды, а одного из владельцев остановил снайпер, когда тот попытался добраться до клеток, намереваясь застрелить животных, чтобы уничтожить улики. В тесных грязных клетках Алекс увидел истощенного белого льва, черную пантеру с горящими глазами, снежного барса с детенышем, маленького орангутана, цеплявшегося за прутья, и панду, задыхающуюся от жары. Все животные были обезвожены, истощены, многие имели раны. Ветеринары работали без остановки, оценивая состояние каждого, распределяя приоритеты и готовя транспортировку. Один из задержанных, молодой парень по имени Максим, пошел на сотрудничество и рассказал, что львицу привезли беременной. Она родила в грязной клетке, молока почти не было, львенок слабел, а они пытались лечить его случайными препаратами. Ночью львица выломала замок и сбежала через дыру в заборе, преодолев несколько километров по городу, движимая отчаянием. Всех животных распределили по реабилитационным центрам и заповедникам, преступников арестовали и предъявили обвинения. Львицу с львенком отправили в крупный заповедник в Ботсване, где им выделили просторный участок саванны. Прошло несколько месяцев, прежде чем Алекс смог приехать туда, и он увидел львицу, спокойно лежащую в тени дерева, и подросшего, окрепшего львенка, играющего рядом, и в ее взгляде ему показалось знакомое узнавание. Стоя у ограждения, Алекс думал о том, как материнская любовь способна преодолеть страх, расстояние и границы, и как отчаянный путь одной львицы через человеческий мир подарил ее детенышу жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.